Полицейские не могут поверить своим глазам, когда видят 7-летних детей, которые на большой скорости управляют автомобилем. Но когда они видят, что было на заднем сиденье, их сердца сжимаются от боли, и они горько плачут. В ту звездную ночь группа полицейских проводила обычную операцию на главном проспекте города для проверки документов и обеспечения безопасности дорожного движения. Ночь была тихая, мимо проезжали автомобили и мотоциклы, некоторые останавливались по сигналам полиции, другие после краткого досмотра проезжали дальше. Вечер шел своим чередом, пока необычное событие не нарушило монотонность ночи. К ним приближался, казалось бы, обычный автомобиль, но вместо того, чтобы притормозить для проверки, как было предписано, он резко ускорился и пронесся сквозь полицейский заслон, словно призрак в ночи. Удивленные полицейские обменялись растерянными взглядами, прежде чем начать действовать. «Поехали!» — крикнул руководитель операции Филипп. Убегающий автомобиль безрассудно лавировал между другими транспортными средствами, что еще больше усилило напряженность погони. «Этот парень должно быть пьян», — сказал один из полицейских по рации. Улицы, обычно тихие в этот час, превратились в декорации для боевика, а звук сирен эхом разносился между зданиями. Погоня продолжалась несколько кварталов, и убегающий автомобиль, казалось, был полон решимости не быть пойманным. Но, наконец, в тупике у автомобиля не было другого выбора, кроме как остановиться. Полицейские с пистолетами наготове осторожно приблизились. Сердца у всех бешено колотились, готовые к любым неожиданностям. Вытащив оружие, они приказали водителю опустить тонированные стекла автомобиля. В воздухе чувствовалось заметное напряжение, и они были готовы к сопротивлению. Однако то, что они увидели, когда стекло медленно открылось, совершенно ошеломило их. Полицейские почти мгновенно опустили пистолеты, и свет фонарика высветил то, о чем они и не думали. Вместо пьяного водителя, которого они ожидали увидеть, за рулем сидел мальчик лет 7. На пассажирском сиденье был еще один мальчик, того же возраста и похожий на него. Сотрудники полиции, следуя протоколу, хотя и были сбиты с толку, попросили мальчиков, которые представились Лукасом и Габриэлем, выйти из машины. Как только малыши вышли, они начали плакать от страха, который слышался в их дрожащих голосах. Полицейские переглянулись, не зная, что делать дальше. В конце концов, их учили иметь дело с преступниками, а не с испуганными детьми, которые каким-то образом оказались за рулем автомобиля посреди ночи. Все еще пытаясь осознать ситуацию, офицер Филипп подошел к машине для более тщательного осмотра, и когда мужчина посмотрел на заднее сиденье, его сердце чуть не остановилось. «Ради бога, можете ли вы мне это объяснить?» — спросил он, и в его голосе смешались беспокойство и отчаяние. Братья, вытирая слезы и пытаясь сдержать рыдания, посмотрели друг на друга, прежде чем начать рассказывать свою историю. Они знали, что то, что они сделали, было противозаконным, но они не видели другого выхода. Глаза полицейских были широко раскрыты от любопытства, когда они приготовились услышать историю мальчиков. Дело в том, что ранее в тот день братья Лукас и Габриэль были полны ожиданий. Их мать, Элис, мать-одиночка, которая каждую секунду своего дня посвящала уходу за 3 маленькими детьми, пришла домой с работы пораньше. Женщина работала сиделкой за пожилыми людьми, и эта работа отнимала у нее много сил, как физических, так и эмоциональных. Это была работа на полную ставку, и бедняжка возвращалась домой только вечером. Однако в тот вечер она отпустила няню, желая провести несколько драгоценных часов со своими детьми, включая новорожденную малышку Софию. В их жизни было довольно напряженное время, хотя все было не так уж плохо, потому что мальчики наслаждались школьными каникулами. Братья делили свое время между видеоиграми и типичными приключениями 7-летних мальчиков. Их любимыми играми были гонки на машинах, в которые они играли с энтузиазмом и братским соперничеством. Жизнь бедной матери была нелегкой. С тех пор, как муж бросил ее и сбежал с другой женщиной, оставив ее одну с 3 детьми, она изо всех сил старалась вести хозяйство, сводить концы с концами и обеспечивать хоть какой-то комфорт для семьи.
Тяжесть ответственности часто казалась невыносимой, как и боль от одиночества. Но любовь к детям давала ей силы продолжать жить. Однако в тот день Элис чувствовала себя не очень хорошо. Она чувствовала недомогание с самого утра, но объяснила это накопившейся усталостью и изнурительной рутиной. Поэтому она ушла с работы пораньше. Она надеялась, что спокойная ночь дома, в компании своих любимых детей, а затем хороший ночной сон снова сделают ее совершенно новой. Женщина приехала домой, и дети радовались ее возвращению, уже рассказывая о том, что они делали в течение дня. Элис купила пиццу, маленькую роскошь, которую они позволяли себе по особым случаям. Глаза Лукаса и Габриэля загорелись удивлением. Поедание пиццы было событием, которого они всегда ждали с нетерпением. Вечер по-прежнему был приятным, они смеялись и рассказывали разные истории. Но внезапно то, что должно было стать моментом семейной радости, превратилось в кошмар. Элис, почувствовав сильное головокружение, упала на пол. Женщина внезапно потеряла сознание. Лукас и Габриэль на мгновение застыли. На их лицах отразились страх и растерянность. Они смотрели друг на друга полными слез глазами, не зная, что делать. Их мать, которая всегда была их опорой, теперь неподвижно лежала перед ними. «Мама! Мама, проснись!» Они кричали, трясли женщину, но она не реагировала. «Она мертва?» — со слезами на глазах спросил Габриэль. Старший брат, стараясь сохранять спокойствие, сказал, что она всего лишь упала в обморок. Лукас приподнял голову матери, чтобы она могла дышать. Не колеблясь, мальчик взял телефон и позвонил в службу спасения. На другом конце провода ответили, что приедут только через час. Все машины были заняты. Братья не могли ждать так долго. Они боялись, что для их матери будет слишком поздно. Проявив мужество, они решили действовать. Действуя сообща, мальчики донесли свою мать до машины. Они осторожно посадили малышку Софию в автокресло и, несмотря ни на что, сумели завести машину. «Мама умрет, если мы не приедем туда в ближайшее время», — сказал Лукас, и в его голосе зазвучала настойчивость. Они жили в отдаленном районе, а ближайшая больница была в центре города. Но как братья научились водить машину? На самом деле маленькие мальчики основывались на гоночных играх, которые они так любили. Однако, когда они увидели впереди полицию, их охватила паника. Они знали, что не могут остановиться, ведь каждая секунда была на счету жизни их матери. Но как только они попали в тупик и вышли из машины, отчаянные крики мальчиков прорезали ночь. «Не арестовывайте нас, пожалуйста! Мы просто хотим спасти нашу маму!» — кричали братья, а слезы градом катились по их лицам. Полицейские, которые изначально были готовы арестовать преступника, оказались безоружными на месте происшествия. Вид этих маленьких братьев, объединенных отчаянной миссией по спасению жизни их матери, глубоко тронул их сердца. Теперь они были полны решимости помочь мальчикам и женщине, лежавшей без сознания на заднем сиденье. Как только Филипп осознал серьезность ситуации, он не колебался. Он посадил Лукаса и Габриэля на пассажирское сиденье машины и помчался в ближайшую больницу. Приехав на место, Филипп срочно отнес Элис в отделение неотложной помощи, в то время как братья несли Софию, следуя за полицейским. Бригада медиков была готова и немедленно приняла меры, отправив Элис на лечение. Пока за матерью ухаживали, Филипп оставался с детьми в комнате ожидания, где царила холодная и безликая обстановка. Дети, охваченные неуверенностью и страхом, не могли скрыть своей тоски и прижались к полицейскому. «Неужели наша мама умрет? У нас не будет ни отца, ни матери», — сказал Габриэль, а его голос срывался от волнения. Лукас, не менее расстроенный, обнял брата, испытывая тот же молчаливый страх. «Разве у вас нет отца?» — с болью в сердце спросил полицейский. Разговаривая с мальчиками, Филипп узнал о том, что их бросил отец, и эта история была ему до боли знакома.
Полицейский, чувствуя глубокую личную связь с мальчиками из-за своего собственного опыта того, что в детстве его тоже бросил отец, попытался утешить их. «Все будет хорошо. С вашей мамой все будет в порядке. Сейчас она в хороших руках», — сказал он, пытаясь вселить хоть какую-то надежду, которую ему самому было трудно почувствовать. Через несколько часов врачи сообщили новости. У Элис была геморрагическая лихорадка Денге, тяжелое заболевание, но его вовремя диагностировали. Ей нужно будет провести несколько дней в больнице для наблюдения, но ее состояние было стабильным. Тронутый состоянием детей, Филипп решил, что присмотрит за ними, пока их мать поправляется. Мужчина перевез их троих к себе домой и подготовил свою спальню так, чтобы они могли удобно спать на двуспальной кровати. Для маленькой малышки он соорудил безопасную кроватку, убедившись, что ночью она не перевернется и не упадет. Филипп, радуясь возможности помочь, устроился на диване. В последующие дни полицейский взял за правило каждый день водить мальчиков навестить их мать в больнице, чтобы они сохранили свою связь и надежду на ее выздоровление. Это неожиданное событие сблизило мужчину и детей так, как никто из них не мог предвидеть. После более чем недельного пребывания в больнице Элис наконец пришла в себя. Когда она очнулась, первое, что она увидела, были ее сыновья, которые лежали рядом с ней, и полицейский, который держал на руках ее дочь Софию. Первоначальное замешательство сменилось волной облегчения и благодарности, когда ее взволнованные малыши рассказали ей о приключении, через которое они прошли, чтобы спасти ее. Элис не могла поверить своим ушам. С каждым словом она все больше восхищалась Филиппом и выражала ему благодарность. Когда пришло время возвращаться домой, семью охватили противоречивые чувства. Братьям было явно грустно прощаться с офицером, хотя они были очень рады возвращению своей матери. Элис осознала особую связь, которая установилась между ее детьми и Филиппом, и испытала глубокое чувство благодарности за все, что он сделал, не желая, чтобы эта связь была утрачена. Она стала приглашать его по выходным и в любое время, когда он хотел, поддерживая связь, которая установилась между ним и детьми. Филипп с радостью принял приглашение, и его визиты становились все более частыми. Со временем следовало ожидать, что дружба между матерью и полицейским переросла в нечто более глубокое. Элис нашла в нем не только спасителя в минуту отчаяния, но и доброго и любящего партнера, который разделял ее ценности и мечты. Для детей офицер полиции стал тем отцом, которого им так не хватало, заполнив пустоту в их жизни любовью, безопасностью и стабильностью. Полицейский, который в детстве сам столкнулся с одиночеством, нашел полное спасение в семье Элис, в доме, полном любви, смеха и семейного тепла, о котором он всегда мечтал. Дорогие зрители, а верите ли вы в такие совпадения в жизни? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.